Сегодня у нас 1 августа, и в теплице уже просто невероятная красота. Пойдемте посмотрим. Посмотрите, как уже все красиво. Все томаты спеют. И встречает нас у теплицы в самом начале томат Майкл Полан. Это зеленоплодный сорт. Он полуиндет. Вот так выглядит. Вот у него 2-я кисточка, там 3-я, 4-я, и вверху еще цветочки цветут. Сегодня попробуем его сорвать, потому что вот этот плодик, как мне кажется, уже готов. На нем появилась такая немножко желтый окрас. Будем его пробовать. Следующий за ним растет томат Чио-Чио-сан. Вот такая кисточка у него. Сейчас поближе покажу. О, какая красивая. Уже тоже плодики поспели на 1-й кисти. Вот там у него 2-я кисточка. 3-я. Томат Чио-Чио-сан. Это сорт также индет, неограниченного роста. Вот он растет вверх. И на нем все еще завязываются плоды. И даже есть цветочки. Следующий у меня растет томат Поцелуй герани. Смотрите, какая у него красивая кисточка получилась. Но пока он еще не спеет. Вот 2-я, вот там 3-я. И вот наверху это детерминантный сорт. И наверху, вот видите, он закончился кисточкой. И все, дальше он расти не будет. Будет давать плодики. Рейса томат. Или томат туриста. У него уже очень много плодов поспело. Вот вверху вот такие интересные у него плодики. Как бы один кусочек можно отламывать. И дальше он как бы будет лежать. Заявляет производитель, что у него очень хорошая лёжкость. Ну, это мы узнаем. Сегодня их соберем и посмотрим, как они лежат. Он индет, он до потолка уже. Я не буду его обрезать. Дам поспеть всем тем плодам, какие у него получатся. Рейса томат относится к экзотическим сортам томата. Говорят, что он привезен из Германии. Выглядит потрясающе, как нечто инопланетное. Здесь у меня растет томат Золотая канарейка. Он тоже индет. Вот у него вот такая кисточка, но пока он еще не спеет. Ну, это ничего страшного. Я думаю, что он успеет поспеть, и мы его попробуем. Индет уже тоже до потолка вырос. Такие у него интересные плодики с носиком. И, между прочим, один плодик поразился вершинной гнилью. Я его уже ликвидировала. Не знаю, что у него по вкусовым качествам. В общем, я буду еще думать, сажать ли его в следующем году или нет. Не слишком мне нравится его урожайность. Томат аурия тоже относится к индетерминантному типу. Вот его плодики. Сильно расхваливали в интернете, но тоже мне он не слишком нравится, поскольку плоды у него поражаются
вершинной гнилью. Я их тоже уже ликвидировала. Они еще мало как-то у меня завязываются. Половину я выкинула, так что, потому что они вершинной гнилью были поражены. Вымахал очень такой мощный куст, вымахал до потолка, но плодов у него не сильно много. Пока он не поспел, я также не знаю, что у него по вкусовым качествам. Может быть, какие-то немножко другие условия ему нужны, но я не слишком в восторге от него. Следующий у нас растет томат лакомка. Вы только посмотрите, какая красота! На 1 августа уже сколько плодиков у него поспело на таком небольшом кустике. Какую он выдал урожайность. И вот второй. Тут я даже палку ему подставляла, потому что плоды уже начали заваливаться. И более того, хоть он уже и ограничил свой рост, у него еще есть цветочки. Он тут дал какой-то пасынок, выдал цветочки, может быть, даже что-то еще завяжется. Томат царевич. Этот томат алтайской селекции Индет. Вот какие у него гигантские плоды. Вот эти уже два нужно точно собирать. Неограниченного роста, вяжет просто вот все плодики до потолка. Что вы думаете? Томату бифстейк я дала в этом году еще один шанс. И в этом году он меня радует гораздо больше, чем в прошлом. Плоды у него вот эти красненькие, небольшие. Это сорт американской селекции. Прям пакетик у меня из США привезенный. Видите, сколько на нем плодиков. Такой мощненький куст, зеленые листы ничем не поразились. И все еще цветет сверху. В общем, в этом году он мне нравится гораздо больше, чем в прошлом. Как показала практика, год на год могут сорта выдавать разную урожайность. Сумасшедшие вишни Барри в прошлом видео я уже показывала. Мы его едим, вот всю неделю ели, поскольку я разрешила собирать только его, так как про него уже видео сняли. И вот эта кисточка, которую я собирала, и на ней опять вон готовые плодики наверху и сверху еще. Сегодня утром вот этот первый куст даже упал, порвалась веревка, не выдержала его кисточки такой веерной, завалилась, и я утром заново его подвязывала. Одни из моих любимых томатов — классические черри американской селекции. Это Свитти. Обычный классический черри, но вы посмотрите, какие у него классные плодики. Сколько их много, все они поспеют. Все их съедим. В переводе он переводится как конфетка. Такой же сладкий, как конфетка. Прекрасно завязывает плоды. Очень засухоустойчивый. В общем, мне он очень нравится, и я буду его сажать из года в год. Брать семена можно из плодиков, так как это сорт. Выращивать под самый потолок он уже, но там тоже прекрасно завязывает новые кисточки. Очень красивый. В этом году я первый раз выращиваю серию гномов. Этот сорт гном Пит Вайпер. Посмотрите, какие у него красивые кисти. Я, честно говоря, в восторге
Они поспели, это все он уже готовый, и он какой-то между коричнево-красным. Будем сегодня собирать. Вот сверху еще. Вот он завязал даже до самого конца. Это детерминант штамбовый, потому что он там наверху очень хорошо завершковался. И наверху у него тоже кисточка. В переводе с США это гремучая змея. Не знаю, похоже на гремучую змею. Напишите в комментариях. В следующем году 100% буду его сажать. Очень красивый и очень много плодов завязал. И к 1 августа они уже все поспели. Поснимаю еще с другой стороны эту гремучую змею. Ой, какие красивые плодики вообще. Дальше у меня растет томат гном бой с тенью. По информации, его вывели селекционеры из США и Австралии. Это томат с антоцианом. Вот он фиолетовый. Вот этот, видите, он немножко так окрасился в красненькую такую немножко полоса. Вот это стало красное, а не зеленое, как у верхних. И это значит, что вот этот плод, вот этот уже поспел. Такой носик милый. Тоже сегодня его сорву и попробуем. Очень красивый. Еще с этим базиликом фиолетовым. Вообще восхитительно смотрится. Смотрите, какая кисточка. Ну, красота. Вообще мой любимый сезон — август. Когда все эти томаты такие красивые. Томат Индиго Роуз. Это эндет неограниченного роста. Вот какая у него кисточка. Вот этот плодик уже готов. Тоже он окрасился. Томат с антоцианом. Когда он только вот начинает поспевать, такой потрясающий фиолетового цвета. Такого из сини какого-то. Как будто чернилами покрасили. Выглядит очень красиво. На русском переводится как роза цвета индиго. Похоже на розу. Вывел его селекционер Джим Майерс из штата Орегон. Мне нравится, как он выглядит. Cherokee Purple — это американский сорт, один из самых-самых древних. Более 100 лет ему. У него тоже вот плод уже почти Тут готов, я думаю, уже поспел. В прошлом году я тоже его сажала. Все плоды вот начинают, этот уже буреет, начинает тоже окрашиваться. В нем также присутствует антоциан. По легенде, 100 лет назад индеец из племени Чероки подарил этот томат одному из поселенцев. Семена этого томата. И вот уже поселенцы из США стали его выращивать. Дальше у меня растет мистер Полосатик. Мистер Стрипл на английском. Тоже у него уже вот поспели плодики. Вчера мы один попробовали в салате. Ну,
У него обычный такой салатный вкус, не слишком сладкий, не кислый, такой стандартный, классический салатный. Он эндет, неограниченного роста, хорошо завязывает плоды. Мне этот сорт вполне понравился. Он до самого верха завязывает плодики и даже еще выдает какие-то цветочки. В общем, спеет хорошо, выглядит красиво. Тут у нас растет пушистик, мохнатый шмель. Он пока, в общем, пока зеленый висит. Вот там вроде бы один плод, вот тот начинает давать окраску. Из селекции семян Алтая он, штамбовое растение. Выглядит классно. На вкус пока не знаю. Когда будут поспевшие плоды, говорят, что он похож на такой бархатный персик. Когда поспеет, покажу вам. Но, кстати, один плод у него тоже заболел вершиной гнилью. Я даже тут вот добавила золы побольше. Но проблема была только на одном. Поэтому я думаю, что остальные поспеют. Томат Карлик Бэйби. Вот так выглядит на 1 августа. С одного кустика мы уже плоды ели. Обычные, не такие сладкие, конечно, как Свити конфетка, но для чериков вполне неплох. С такого малюсенького кустика он сколько плодиков надавал. Также около теплицы у меня вот в таких кашпо растут томат красная шапочка и оранжевая шапочка. Подписывать, я думаю, не стоит. По цветам этих плодиков все видно, кто из них красный, кто оранжевый. Дальше вон там еще один кустик. Это вроде бы красная шапочка. Посмотрите, сколько он тут на улице, в маленьком кашпо. Вот вообще маленькая, надавал сколько плодиков. Сейчас соберем их и будем кушать. Вот тут маленький бэйби. Вот по бэйби я уже поняла, что в земле он лучше выдает урожайность, чем в кашпо. А красная и оранжевая шапочка наоборот. В кашпо им даже нравится лучше, больше. Мы знаем, что спелые плоды томатов выделяют гормон под названием этилен. И он воздействует, этилен, на других своих зеленых собратьев и помогает остальным томатам зелененьким тоже быстрее созревать. Поэтому я, когда сейчас буду производить сбор томатов, я буду собирать не все до конца, а буду некоторые красноватые оставлять, чтобы они помогали другим зеленым быстрее созревать и успеть к сентябрю, когда начнется похолодание. Пока все мои томаты прекрасно выглядят, никто не заболел. Ну, единственное, некоторые сорта, которые длинные, с хвостиком таким, они поразились вершинной гнилью, но я думаю, что это не проблема инфекции, а скорее это типично для некоторых сортов. Ну что, пойду приступать к сбору и покажу вам, сколько сегодня я соберу. Ну что, на 1 августа мой сбор готов. Вот чериков такую корзиночку набрала. И других сортов, которые до этого вам как показывала. У меня тут, кажется, гроза будет сейчас.
У соседей кричат петухи, куры. Ну, а я пойду делать летний салат и отмечать последний месяц лета моим урожаем. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Обсудим, какие сорта получились у вас, лучше, чем у меня, или хуже. Или, может, какие-то замечания. Мне все будет интересно почитать. Рада была вас видеть.